В просторной гостиной пахло свежим кофе и дорогими сигарами. Утро обещало быть спокойным, но превратилось в привычное унижение. Богатый мужчина, Виктор Рэндалл, развалился в массивном кожаном кресле, словно весь мир принадлежал ему. Его ледяной взгляд и раздраженный голос сразу сковали комнату. «Заткнись и работай», — резко выкрикнул он, ударив по стеклянному столу. Молодая горничная Лена Моррис вздрогнула. Всего лишь попросила пару минут, чтобы закончить уборку в другой комнате, но для Виктора это прозвучало как вызов. Руки Лены дрожали, тряпка казалась тяжелой, сердце сжималось от боли и обиды, но она не позволила себе расплакаться. Каждый взгляд Виктора говорил: «Ты никто, и я могу с тобой делать что угодно». Она тихо наклонила голову и подошла к столу, чтобы протереть следы вина. Но в ее глазах мелькнула искра, та самая, что вскоре все изменит. В этот момент массивные двери особняка распахнулись с грохотом. В комнату вошли двое в строгих костюмах. Шаги их были уверенными, холодными. Один держал папку с печатями, другой — документы, будто весом целой жизни. Виктор резко поднялся, ухмылка сменилась растерянностью. «Проверка», — спокойно произнес старший. «У нас ордер, ваши счета заморожены, имущество арестовано. Последствия многолетних махинаций». Слова ударили по Виктору сильнее любого наказания. Вино выплеснулось на мраморный пол, руки дрожали, а привычный мир рушился прямо здесь, среди тех, кого он считал ниже себя. Он взглянул на Лену. Она все еще держала тряпку, но теперь смотрела на него спокойно, с легкой насмешкой. Виктор почувствовал, как ноги подкашиваются. Он рухнул на колени, почти шепча: «Помоги, только ты можешь меня спасти». И в этот момент роли окончательно поменялись. Вчерашний властелин теперь молил о помощи, а простая горничная решала, стоит ли протянуть руку.